Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я расскажу, как приготовить самый вкусный и хрустящий картофель. Готовится очень просто, а получается безумно вкусно. Ты пока подпишись на наш канал, а я начну приготовление. Нам понадобится 1 килограмм картофеля. Очищаем его от кожуры, затем промываем в холодной воде и натираем его на крупной терке. После того, как досмотрите видео до конца, поделитесь своим мнением в комментариях. Вам не сложно, а мне будет приятно знать, что мое видео оказалось для вас полезным. После того, как натерли весь картофель, перекладываем его в глубокую миску, заливаем большим количеством холодной воды и хорошо промываем его от картофельного крахмала. Это необходимо сделать для того, чтобы картошка не потемнела и стала более хрустящей. После того, как промыли натертый картофель от крахмала, теперь перекладываем его на сито, чтобы вся вода стекла с картофеля. Если вам кажется, что этого недостаточно и в картофеле осталась еще какая-то жидкость, вы можете дополнительно просушить его еще на бумажном полотенце. И пока стекает вода с картошки, ставим разогреваться сковородку с небольшим количеством растительного масла. Растительное масло добавляйте буквально 2 столовые ложки, этого будет достаточно. В уже разогретую сковородку выкладываем натертый картофель и, постоянно помешивая, обжариваем его в течение 3-4 минут. Жарить картошку не нужно, наша задача ее немного припустить, чтобы она стала немного мягче. 3-5 минут будет более чем достаточно. Кстати, на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Если ты еще не подписался, обязательно подписывайся, чтобы не пропустить. Прошло 5 минут, картошка стала гораздо мягче. Теперь снимаем ее с огня и перекладываем ее в глубокую миску. Картошка еще горячая, но ничего страшного. Добавляем немного соли, дальше черного молотого перца и по желанию можете добавить немного паприки. Паприку добавлять не обязательно, это по вашему желанию. Дальше к картошке мы всыпаем 4 столовые ложки кукурузного крахмала. И теперь осталось только это все хорошо перемешать, чтобы наши приправы с кукурузным крахмалом и картошкой хорошо объединились. После того, как картошка с крахмалом хорошо объединились, берем руками примерно 2 столовые ложки, немного прижимаем, чтобы картошка хорошо держала форму, и выкладываем на доску. Если у вас картошка прилипает сильно к рукам, можете смазать их растительным маслом. После того, как переложили картошку на доску, начинаем формировать при помощи ножа, лопатки или руками. Здесь уже смотрите, как вам будет удобнее. И вот такие картофельные пирожки у вас должны получиться. Пока убираем их в сторону. И сейчас я расскажу, как приготовить очень вкусный соус для нашей картошки. В разогретую сковородку добавляем примерно 2 столовые ложки сливочного масла и полностью его растапливаем. После того, как масло растопилось, сразу же добавляем к нему 1 столовую ложку муки. И хорошо все перемешиваем, чтобы не было комочков. После того, как масло с мукой хорошо объединились, нам нужно добавить 1 стакан молока, но постепенно, примерно в 2-3 этапа. При этом не забывайте постоянно помешивать, чтобы наш соус не пошел комочками. У вас соус должен получиться гладким и однородным. Я в соус добавляю 1 зубчик чеснока, но здесь
его добавлять не обязательно. Ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения. Дальше уже обязательно всыпаем в соус 1 щепотку соли и щепотку черного перца. После этого соус нужно хорошо перемешать. Также в этот соус можно добавить немного сыра. На крупной терке натираем примерно 30-40 грамм. И после этого добавляем его в наш соус. Все хорошо перемешиваем. И после того, как сыр растопится, мы его варим еще примерно 3-5 минут до желаемой вами густоты. И не забываем его периодически помешивать, чтобы соус оставался однородным и гладким, чтобы не было комочков. Посмотрите, вот такой гладкий, ровный и очень вкусный сливочный соус у нас получился. Теперь оставляем его в сторону и начнем готовить нашу картошку. В сковородку вливаем растительное масло и начинаем жарить наши картофельные пирожки. Количество растительного масла берите по своему усмотрению. Можете чуть больше, либо чуть меньше. Лично мне нравится жарить на большом количестве масла, чтобы со всех сторон образовалась красивая и хрустящая корочка. Но если возьмете масло меньше, то в принципе тоже все хорошо прожарится. Жарится все очень быстро, примерно по 3 минутки с каждой стороны. И после того, как хрустящие картофельные пирожки обжарились с двух сторон, перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки растительного масла. Картошка хорошо прожаривается, и только посмотрите, какая золотистая хрустящая корочка у нас получается. Выглядит очень аппетитно и очень вкусно. А с нашим сливочным соусом получается еще вкуснее. Этот рецепт картошки такой простой и вкусный, я вам очень рекомендую его приготовить. Как видите, готовится он очень просто и быстро, а получается очень хрустящий. Я уверена, что такая картошка понравится всей вашей семье. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Для меня это очень важно. Обязательно делитесь своим мнением об этом видео в комментариях. И на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подпишись, чтобы не пропустить.